Руслана, привет. Еще раз. Привет. Привет, привет. Сейчас я технические моменты немножко проверяю. Да, так приятно вновь встретиться. Такие вопросы, Спасибо. да, такие вопросы, которые чаще всего про здоровье, про нашу жизнь. Это так мы созданы, да, потому что очень хотим быть здоровыми, чтобы силы были на все наши мечты, наши начинания. И Слушай, для нас это тоже такой опыт первый. Мы особо так вот прям не общались с кем-то, да, на такие темы, но уже, конечно, мы очень давно знаем, живем, да, по таким принципам, стараемся придерживаться вот этого образа жизни. И вот так рады, что когда-то с тобой познакомились. Я, знаешь, да, говорю, у меня как-то жизнь, вот в жизни иногда бывают такие очень важные моменты, да, которые ты помнишь. И вот один из моментов это когда я узнал, ну, в принципе, то, о чем ты говоришь, что связано со здоровьем, потому что до меня это долго доходило, вот до Юли быстро. Я не знаю, наверное, до мужчин дольше доходят, пусть они не обижаются на меня, но обычно, да, они заняты да, другим. да, это вот где-то был 2005 год, чуть больше за 30 лет, и вот тогда я уже начал чувствовать какой-то сбой в организме, да, и э, помню, пришел ну, это наша соверующая, да, мы там, она врач хороший, похоже, что ты делаешь, и вот первое она, что мне сказала, вопрос помню, она мне задала, ты сгущенку ешь? Уксус употребляешь, Майонез, майонез от кетчуп. кетча, от всего надо отказаться. Ты знаешь, у меня такие глаза, я говорю, как это Как это отказаться? так? И она тогда мне прям говорит, ну, если не нравится, иди отсюда. И я такой обиженный ушел. И Юля сразу во все поверила, но мне надо было еще несколько лет, когда мне совсем плохо не стало, вот тогда я убедился. Это я к тому, что, наверное, иногда до всех по-разному доходит, да? Вот Мгм. это. Я, знаешь, вот интересно, может быть, вот как вот я хотел спросить, какой самый большой миф о питании, в который ты сама верила, может быть, раньше, да, развеялся со временем? Вот для меня вода это было. Вот я никак не мог понять, как вода может не навредить, вот честно говоря, да, я думал, ну я же пью литр два нормально, опять, допустим, ну я умру, наверное, но Из серии «Моется тот, кому лень чесаться», да? Точно. да, точно. Но лично для меня самый большой миф все-таки даже не вода, потому что я в детстве воду пила, и поэтому потом лишь надо было восстановить здоровую эту привычку, даже рефлекс. Это не привычка, а даже это рефлекс жажды, то есть это рефлекс. Но самый большой миф для меня это были диеты. Я была уверена, что это правильно. И, возможно, потому что воспитание такое. Я с 3 лет вынуждена была попасть в диеты. Это вот балет, и там без вариантов. Это не называлось специально диетой, да, но определенное питание, и слово диета тоже фигурировало. Дальше больше, потом какие-то болезни, естественно, нездоровье и тоже определенные ограничения по питанию. Помните, в советское время было так, диета номер такая-то, сякая-то, там при одних болезнях одна, при других другая по номерам, да. Тогда, может Мгм. быть, ну, буквально меня не коснулись такие номерные диеты, но это казалось очень важным, ну, раз врачи так делают. И потом, дальше больше, как-то у меня было тоже многое связано с питанием. До сих пор беда осталась, но я отношусь к этому как к болезни, глядя на продукт, да ладно продукт, даже на готовое блюдо из многих продуктов. Я либо точно, либо почти точно знаю, сколько там килокалорий. И некоторые люди, которые хотят быть худыми, я не оговорилась, не стройными, худыми, ну, потому что Мгм. это к худобе, а не к стройности приводит такое отношение к жизни и к питанию, именно к жизни. Они говорят: «Вау!» Завидуют. Но это болезнь,
Это нехорошо с психикой. Не свойственно человеку жить этим, он для другого. Еду нужно есть, а не считать ее калорий. Конечно, мы можем рассчитать, можем что-то об этом знать, но в лекции о диетах я говорю буквально, почему это вредит больше, чем помогает, потому что суть еды не в количестве калорий, совершенно в другом. Так вот, миф Мгм. как раз основной – это диеты. В итоге я поняла, что все диеты, о которых я знала вот с 3 лет и до сих пор, даже уже будучи диетологом довольно много лет, я понимаю, что это самый серьезный миф о питании, разные виды диет. Руслан, ну вот этот лозунг уже у нас вот стал на самом деле. Есть что хочешь, есть когда хочешь, и Да, есть сколько хочешь, но есть четвертый пункт, да, который тоже можно узнать в одной из твоих лекций. Да, это самое главное, что за четвертый пункт, да? все объясняет, ага. Поэтому это интересно. А знаешь, вот интересно вообще продукты питания, да, вот это связано как-то с психикой нашей. Вот как ты замечаешь, может быть, из опыта, могут они оказывать какой-то такой неожиданный эффект на психику, на настроение человека, вот что-то съел и такой, ну, бодрый можно, да, да, мы понимаем, а вот именно психика, настроение, да, вот человека. Буквально сегодня вот меня спросила знакомая, говорит, вот я, говорит, сижу дома, сейчас пожарила картошку, у меня супчик стоит, поела, и такое настроение плохое. А вот съела фрукты, и так хорошо мне. И вот хочется узнать, ну неужели это так влияет? Почему это так? Сразу скажу, что то, что она пожарила картошку, точно нет. Может быть, вот эта вся какофония, там про картошку я позже еще упомяну. Но если буквально ответить именно на этот вопрос, да, продукты, именно продукты оказывают основной эффект на психику и настроение. И почему он бывает неожиданным? Потому что люди не связывают настроение, эмоции, чувства, а соответственно психические наши реакции с едой. Если сказать суть, прям вот совсем просто. Мы, люди, состоим из органов. Органы состоят из клеток. Клетки состоят из воздуха, воды и еды. Это слишком просто, но это такой неопровержимый факт. Тут, не надо спорить, разве что демагогией займемся, да, если попытаемся это как-то оспорить. Соответственно, если я признаю это, дальше все просто. И легко проверять, не имея специального образования или возможности попасть к специально образованным людям. А именно, те чувства и эмоции, которые испытывает любой человек, они рождаются в нем. Не в человеке, который рядом или за 3-9 земель, а вот буквально мои эмоции во мне. Так же, как мое дыхание, мое сердцебиение и так далее. Все это во мне, тело физическое и интеллектуальное. В принципе, это вот единая система. Да? И у меня есть уже в лекциях про то, как мозг этим управляет. О психосоматике много говорю, сейчас это модно и популярно. Психоэмоция, сома-тело. То есть это не две разные составные, это вот единое и все тут. Бог так создал. Ну, тело первично. И вот отсюда, от утверждения, что тело первично, что тоже легко проверить, сначала рождается не интеллект человека, а человечек сам. У него первые уже интеллектуальные способности есть, но они развиваться будут всю его жизнь. Даже вот несовершенного человека, да, но сколько он живет, он всегда развивается, даже когда уже деградация начинается, все равно в чем-то еще он может развиваться, хотя в том же нытье. Но чтобы я могла чувствовать что-то, у меня сначала синтезируются гормоны. И за определенным гормоном или рядом гормонов идет определенное чувство, эмоция. Иногда ряд чувств и эмоций, иногда вместе, иногда по цепочке, но гормоны первичны. Не из эмоций возникают гормоны. Косвенно, конечно, эмоциональные воздействия на нас могут влиять,
Но это косвенная связь, и она не первичная, потому что влияет на что? На тело, в котором что? Эмоция. Да? Эмоция из гормонов, или так, эмоция из гормона, гормон из набора веществ. Воздух, вода, еда. И вот как раз в разных продуктах разные вещества, необходимые для разного. Почему люди часто попадаются на то, что портит настроение и даже влияет на психику? Ну, потому что культура питания такая. Большинство людей, они не сами это придумали, не сами это сделали. Они так выросли. И очень часто бывает такое в моей практике, когда люди очень правильно питающиеся еще в худшем состоянии, физическом, эмоциональном и даже психическом, чем люди, которые не заботятся о питании. Потому что, как я уже упомянула сегодня, вот сказала, да, только что недавно, что а, диеты крайне опасны. То есть клетка голодная. Вот это о деталях. Очень подробно я отвечаю на этот вопрос еще в лекции о паразитах, хотя там есть классификация паразитов, но большее внимание там уделяю тому, что можно жить не заражаясь, и даже как лечиться все-таки так, чтобы хорошо так, надежно вылечиться, да, от паразитозов и инфекций. Выбирая еще и еду, воду, напитки, музыку, общение. Это тоже будет влиять. И в лекции «Звук, свет, запах» тоже об этом, но не так много, как в лекции о паразитах. Мгм. Спасибо большое. Это очень интересно на самом деле. Вот еще один момент по поводу гигиены и здоровья. Вот сейчас, наблюдая за людьми, видим, что некоторые иногда лишь просто споласкивают руки водой даже после туалета, не моют их с мылом, тогда как другие, смотрим, вот так вот баллончиком обрабатывают воздух вокруг и думают, что таким образом оберегают себя от микробов, вирусов. Да, и вот как раз не говоря уже о поверхностях, даже иногда смотрю, обрабатывают сотку, ну, приходят откуда-то с В улицы общем, со спиртом со ходит. спиртом, да, но обработали, и потом вот так об одежду руки вытирают, которые они были в транспорте сидели, и говорят, ну я же вот только что обработал сотку, я тоже только что руки помыл, и не понимают, почему они болеют все равно, если обрабатывают. Какие можно было бы разумные меры личной гигиены, обработки зелени, фруктов, овощей из доступных всем средств, чтобы рекомендовать для защиты от паразитов, вирусов, инфекций, и чтобы не фанатично при этом быть и разумные. В крайности не Да, в впадать, да? крайности не впадать. Недавно, знаешь, Руслан, недавно одного нутрициолога мы слушали, ну, такой авторитетный, и вот он говорит, а я, говорит, руки без мыла мою, я просто водой, и пациентов принимаю. То есть вот где вот эта грань, да, иногда вот на самом деле прямо идет человек весь спиртом, отдает, да, а иногда вот такие вот просто сполоснул. Вроде такие простые вещи, да, но иногда вот, кажется, они влияют на качество жизни. Бактерия, вирус, грибок, личинки паразитов любых. Ну, глисты, они не буквальные же, приходят большие черви в нас, да? Или некоторые, может быть, скажем, кожаный клещ, вызывающий чесотку, да? Ну и, в общем, все паразиты – это белок, белковая структура, как и все живое. Ну, вирус частица, но все-таки база там без белка никуда, да? Жизнь. И можно даже сказать, белок – основа жизни, если говорить о структурах. И, конечно, чужеродный белок надо губить. Просто вода, она не губит. Хотя и просто мыло. Ну, неразумно намылиться и не смыть его водой. Да? Нам нужны либо щелочи, либо кислоты, агрессивные для белка. В данном случае для чужеродного. Мыло – это щелочной продукт. Ну, бывают, конечно, иногда кислоты. Только, опять же, не агрессивные, мягкие. Понятно, что я не буду там
каустиком каким-то обрабатывать руки, чтобы погубить бактерии. То есть губить чужеродный белок, а не, вот теперь внимание, не себя, да, и не часть себя. Что значит часть себя? Микрофлора. Наша микрофлора, создаваемая аппендиксом из воды и еды при участии воздуха, она живет у нас не только внутри. Просто в основном она внутри. Но она есть и снаружи. Это еще в объяснении про иммунитет в науке и в медицине называется первая линия защиты. Да, там его делят на специфичные, неспецифичные, не буду так сложно. То есть первая линия защиты – это то, куда инфекция попадает сразу. Кожа, ну, волосы, понятно, и слизистые оболочки, которые называют еще аэробные, то есть которые работают в присутствии кислорода. Глаза, нос, рот, влагалище и анус. То есть это слизистые оболочки, немножко даже в ушах. Анаэробные внутри глубоко, и там, где кровь, лимфа. Вот там больше уже начинается вторая линия защиты. Да? Мы говорим сейчас о первой. И микрофлора на ней живущая, наша родная, не должна быть погублена нами. Поэтому средства защиты должны быть разумные. Спирт, кстати, к ним относится, в отличие от антисептиков большинства, почти всех. Мгм. Тем более эти антисептики, они остаются на коже, проникают глубоко и действуют. Уже там все давно убили и дальше шлепают. Но не бесконечно. Ну хорошо, кто-то скажет, я буду часто наносить, но тогда микрофлора вообще перестанет успевать выживать. И чем глубже, чем больше это по времени воздействия, по длительности, по частоте, тем больше накапливается уже внутри. Это неизбежно. Через кожу, если постоянное воздействие, хотя она не принимает, а выделяет, но все равно постоянным воздействием туда мы что-то будем внедрять. И тогда это будет по кровотоку попадать в печень, и уже вот дальше новые чудеса будут твориться, Мгм. если что, лекция о печени есть, она так и называется. Но это вот та крайность, может быть, которая сейчас все более популярна, обрабатывать все вокруг себя. Я тоже выше немного уже упомянула, что часто болеют люди, которые, о диетах говорили, диеты любят. Они Мгм. обычно болеют даже сильнее, чем люди, которые просто не задумываются о Мгм. правильности питания. Но это то же самое. А вот если говорить о том, что другая крайность, когда человек вообще не моет, ну, мы без щелочей мягких, здоровых, или порой реже, но без кислот, мы не сможем погубить патогены или разрушить этот белок. Кстати, к вопросу о том, что воду хлорируют. Многие боятся ее, но хлор летуч, а хлор, который используют для обработки воды, он связывает чужеродный белок прекрасно, не повреждая структуру воды. Просто его потом нужно позволять ему вдыхаться полностью, испаряться. Нужно давать достаточно для этого времени, отстаивая, например, воду, скажем. Мгм. Мгм. И получается, что из воды не надо воду-то убирать, ее какие-то составные, а чужеродные надо. Белок чужеродный надо, вода это ж не супчик, не бульон, вода. В воде микроэлементы есть, водород, да, есть и кислород. В основном водород, потом кислород, и потом немного микроэлементов в обыкновенной воде. Иначе кислород с водородом не слагаются как положено, да, Мгм. взрывчатка вместо воды. Вот. Но и если в воду что-то попало, конечно, обработать надо. Если же на тело что-то попало, ну, конечно, надо мыться и стирать. Да. И интересно, что вот в Европе здесь довольно чисто, не везде, но, как правило, чем восточнее, тем грязнее. Вот тут, где я живу, даже пыли почти не бывает. Здесь просто так принято, что если это каменная плитка или там, неважно, старинная, не старинная, или асфальт, то это чистят и моют. А если это открытый грунт, то он засажен всегда травой или чем-то еще. И тогда это дело не пылит. Даже в странах сухих, я это наблюдаю, где нет большой влажности, понятно, с большой влажностью пыль нечастое явление,
Но даже в странах сухих, где это учтено, тоже пыли нет. Соответственно, там, конечно, проще быть здоровым, но а, там зато принято очень сильно все обрабатывать, еще больше принято. Мгм. Это Да. такая. Ну, И еще очень важно, но это в детстве, и особенно сильно до 2 лет, обучается иммунитет. Это не значит, что нужно все подряд есть, все подряд тащить в рот, пробовать. Но когда дети это делают и переболевают, ну, понятно, нужно следить за гигиеной и тогда, но иммунитет детский учится. Что-то они вдыхают или съедают, или пробуя, попадает в них слизистые. Тогда иммунитет обучается на всю будущую жизнь. Самый главный фактор в этом обучении – это материнское лозево. Потом немножко молоко и до рождения через пуповину. В лекции «Женское здоровье» я об этом много говорю, очень много. Но когда мы вот уже все, мы не груднички и уже родившиеся, вообще уже взрослые люди, хорошо бы без крайностей. Все-таки, конечно, все, и руки, и тело, и одежду, и фрукты, овощи и так далее мыть, обрабатывать, но без фанатизма. Простое мыло, простая вода. И порой там, где трудно уследить за тем, чтобы одним и тем же полотенцем не производилось много всего, салфетки бумажные. Они сейчас в большинстве мест доступны, такие вот разовые, да. И по поводу обработки. Очень многое губит соль, даже, вернее, не губит, связывает. Например, я когда что-то приношу из магазина, из рынка, не крупное, крупные плоды я просто мою мылом. мгм. А если, например, у меня зелень или ягоды, я их в миску или в тазик засыпаю, сверху придаю соли, пересыпаю солью, можно мелкую, да, чтобы она быстрее растаяла. Ну и грубая соль, самая дешевая, самая простая обыкновенная соль тоже пойдет. Заливаю водой, иногда так даже шевелю это там или перемешиваю, если это не что-то такое нежное, что разорвется, повредится. Ну, во всяком случае, как-то позволяю этому там поплавать. Если я боюсь, что сладкая ягода просолится, я не держу ее долго там. Потом сливаю эту воду, выполаскиваю порой на несколько раз. Вот. Причем часто я замечала, что люди обрабатывают зелень, вот принесли ее в определенном устройстве, в котором она продается, прямоугольная, контейнер пластиковый, полностью практически наполненный зеленью или ягодой. Заливают туда воду, сливают, заливают. Это как помыть руки без мыла. Должен быть объем, нужно выполоскать. Если кому-то доступен озонатор, вот прекрасно. Озонатор, конечно, Мгм. хорошо прорабатывает. Но даже когда его нет, да, соли или выполаскивание. Очень Мгм. часто оставленное что-то на солнце, конечно, то, что можно оставить на солнце, мы не все можем оставить на солнце, что-то испортится, что-то высохнет, пропадет. Но многое гибнет на солнце, так, чтобы мухи, конечно, не осеменяли нашу еду, которая на солнце лежит под открытым небом. То есть вот это Руслан Озонатор, мы тоже как-то с телеграм-канале про него немножко писали, и люди интересовались, что это такое, как это работает. Но мы уже им пользуемся, наверное, лет 10 больше, да, и Лет видим, что это работает очень. Да, просто бывает, Стоит того, да, да, вот, чтобы его иметь в хозяйстве. что, например, ягоды, клубнику или малину, если 10-15 минут держишь в нем, то она, конечно же, разваливается. Поэтому многие хотели бы вот узнать, может быть, если несколько капель уксуса и сколько секунд держать, чтобы быстро в воде было и сразу из воды вытащили ягоды, зелень, чтобы она сама не пропиталась и вид имела. Потому что вот нутрициолог один советовал зелень кипятком обрабатывать, но там, конечно, и из нутриентов мало что остается, и вид, конечно. И потом даже есть не хочется эту зелень, И не если после... погибает. Вот, тем более. Многие личинки прекрасно себя чувствуют, а некоторые даже наоборот подготавливаются к усваиванию, скажем, палочка Коха.
вычисленную цепень, бактерии молочка Коха или личинки цепни. Наоборот, при обдавании кипятком все прекрасно у них. Они уже Да. готовы внедряться. А более того, уксус, он же убьет микрофлору, даже капля. И если мы будем уксусом обрабатывать что-то нежное, неизбежно уксус там. Его бы вообще бы, конечно, не иметь. Потому что то, что делает уксус, прекрасно сделает мыло. Но если хочется, ну очень хочется уксус, хорошо. Я не сторонник уксуса, но я не имею права кого-то от чего-то отговаривать. Например, это крупные, в толстой коже или скорлупе или кожуре продукты. Скажем, апельсины. Ну да, пара капель, может быть, на там пол-ведра воды, на таз воды. И быстро-быстро и скорее смывать, долго смывать. Ну или там яйца. И также и быстро-быстро и скорее. Не надо по-другому. Лучше, чтобы он слишком агрессивный, лучше, чтобы он не попадал. Вот настолько. Но люди его едят и говорят, как же мы не умерли. Ну так, мало того, что мы вредим себе, хорошо, может быть, кто-то не ценит свою жизнь. Мы не имеем права заставлять человека ценить. Но бывает тоже такая интересность, когда человек не дорожит собой, но беспокоится о ближних. Скажем, мужчина, который ест такую еду, вообще вредную еду, и уксус в том числе, и он женат, и потом он свою любимую жену просто помещает в нее из себя, вы меня все поняли прекрасно, то, что он ел, и она болеет, а он страдает, и он не хочет, чтобы она болела. Просто он может себе позволить не следить за собой, а потом он страдает. Или, например, еще такая вот есть особенность. Человек не бережет себя, и ему наплевать на окружающих, но когда он болеет, вот до сих пор я сталкивалась с тем, что люди эти начинают сожалеть. Может быть, хотя бы на перспективу, даже если сейчас мне все равно, но, может быть, подумать о перспективе. А если я буду мучиться? Иногда говорят, да все равно, типа, люди болеют, стареют и умирают. Отчасти в этой системе кто-то, конечно, успеет умереть, да. Но даже умирать можно по-разному. Можно в агонии, можно либо не в агонии, либо в более мягкой форме агонии. Это зависит от того, что с нами во многом. Ты знаешь, Руслан, вот в этом смысле, вот я говорил, где-то в лет 30 осознание пришло, и наши, ну, близкие, знакомые, да, не все, конечно, придерживаются такого же взгляда, но вот я так вспоминаю в то время, да, когда узнают, что мы узнавали, воду пьем или ну там кушаем что-то, да, что-то не Полезно, да. кушаем, да, и немножко шутили, кто-то вот не куришь, не пьешь, здоровеньким помрешь. Ну, это наши все, да, вот. Но ты знаешь, когда вот прошло время, и сейчас, допустим, вот уже больше, чуть больше за 50, и вот когда встречаем, а кого-то уже нету в живых, и они, когда уже серьезно болеют, и они с таким сожалением говорят, что как жалко, что вернуть бы все назад, да, ну, к сожалению, уже не вернешь, да, и даже ничего не исправишь. Поэтому, ну, действительно, как ты говоришь, можно и воскреснуть, да, с другой стороны, но почему бы не отдавать все свои силы тому, кому надо, да, и быть здоровым, и, в принципе, быть полезным, да. Поэтому, да, мы ни на капельки не жалеем, что так вот живем, и что силы пока есть. Дальше, что завтра будет, не знаем. Руслан, слушай, тут вот слушатель у нас есть, вот один вопрос написали. Мы, видишь, не говорили, что вопросы пишите, но если, конечно, есть какие-то, могут же писать, да, но я вот хотел один тебе, вот тут написали, скажите, пожалуйста, доктор посылает на операцию бляшки сонной артерии 70% кальцинированные. Сможет ли лецитин справиться? И второе, как может помочь водный экстракт листьев оливки? Вот можешь что-то сказать? Вот.
А то давно написали мы, чтобы... Или, может, это личная консультация, Минут которая... 40. Минут у нас нету, да, я расскажу индивидуально, прям успею все это сказать, без сбора анамнеза, но суть успею, да, сказать за 40. Поэтому сейчас мы не рассчитывали, я скажу Ага, да. суть. На консультацию, в принципе. Не, ну вот даже сейчас суть скажу, почему Ага. обязательно только лецитин, а не вообще жиры. Потому что в школе проходили, человек, который это пишет, наверняка в школе учился, потому что как минимум писать он умеет. Значит, учился. Значит, химию тоже проходил, наверное. А по Мгм. химии мы в школе проходили, именно это школьная химия. Жиры растворяются жирами, и в лекции о жирах я рассказываю, как это проверить, и как вообще выбрать жиры правильно, да. Да, это так. И сегодня еще об этом говорить будем тоже немножко. Но экстракт листьев оливы, да, естественно. И, по-моему, сегодня тоже об этом будем говорить. Но тут неизбежно. Мгм. Именно он и делает. Но без воды это все не работает. Ни еда, ни БАДы, они не растворятся, не усвоятся. Мгм. Спасибо большое. А, Руслан, вот если кто-то не знает, то, в принципе, мы ссылку на твой телеграм-канал дадим. В Да, основном многие знают, и там все эти лекции есть, если кто-то хочет. Подробно там Да, и все. если индивидуально записаться к тебе на прием, это тоже ссылочка. В принципе, не проблема, да? Мгм, Да, это хорошо. все. сейчас не рассказывать, тогда, в принципе, каждому надо рассказать индивидуальную программу, мы не на Да, это да, сейчас. да. Да. Мгм. Получается, вот если чуть-чуть подытожить тот вопрос с обработкой зеленью еще раз и мягких ягод, достаточно 10-15 минут в соли или дольше нужно держать? Достаточно, да? То есть Меньше. даже меньше. Очень важно хорошо выполоскать. Кстати, к вопросу о спиртах. Ну, понятно, мы спиртом не будем обрабатывать ягоды, потому что мы будем пьяненькие всегда, да? Это не годится. Но спирт, который действует быстрее всего, это спирт 72%. В советское время многие могут помнить, что был такой спирт, ну, видно, даже приходишь там на укол или куда-то, да, и спирт там 72%, 96%. Да. Почему так? Так дело же не в крепости. Дело в том, что кислород в целом губителен тоже для патогенов, и кислород еще и катализатор большинства реакций, ускоритель. А, то получается, если... А вода на треть из кислорода состоит, на 2/3 из водорода, да, на 1/3 из кислорода. И получается, если именно эта пропорция 72%, понятно, что следующая часть это уже вода, тогда быстрее всего, просто посчитали это еще в советское время или даже до, может быть, советское, но я в советское время это знала, Интересно. рассчитано, что самое быстрое реагирование именно в таком соотношении, когда спирт 72%. Поэтому даже обрабатывая руки, можно не ждать, когда вот там, не делать вот так потом об себя, а сразу что-то брать этими руками. Все, уже стерильно. И спирт, кстати, не губит микрофлору. Совсем. От слова «совсем». Патогены губит, микрофлору нет. Это такая вот щелочь. Отлично, спасибо большое. А у тебя, Руслана, есть озонатор? Ну вот до Ты не... недавнего времени был, я просто его подарила. Вот буквально пару недель назад. Что-то так. Ну, ты им пользуешься, в принципе, Вот пользуешься, да? пару недель назад еще пользовалась, но у меня М. есть желание купить маленький из-за моего движения частого. У меня был большой. Я отдала его туда, кому он более нужен, там семья необходим. Мгм. Поэтому, может быть, мне получится маленький все-таки купить, если я М. буду в поездке в одной из Мы, стран. знаешь, не рекламирую, да, но мы когда ехали в территорию, где не очень чистая экология, и нам посоветовал один наш друг, который долгое время служил в Китае, вообще в какой-то провинции, где очень антисанитария. И вот он нам тогда рассказал первый раз, и вот мы так довольны на самом деле Да, спасибо большое. результатами. До сих пор ему спасибо говорим, так что Это не вот. гроза? Во. Гроза, Он во. очень Ты знаешь, маленький. как трактор работает, он вообще... И что интересно, да, я недавно смотрел на сайте Wildberries, да, по-моему, именно эта модель там есть. Я удивил. Я думаю, если до сих пор она есть, значит работает.
популярен, значит, да. Еще, кстати, по поводу дезинфекции, да, в некотором роде, ну вот серебро, тут у меня Ага. серебрюлька лежит в стакане вот уже. О, здорово. Ионы серебра, ионы золота. Это миф, что серебро очищает воду? Ну, конечно, нет. Но ионы серебра, они губительны для патогенов. Им не следует наливать коллоидное серебро, там с концентрацией можно сделать жесткую ошибку, грубую. Просто предметы. Ну, если они, конечно, доступны, такие предметы. Как тоже я замечала, что все-таки меня сейчас не было неделю, и у меня в кувшине глиняном с серебряным предметом, там такая чашечка маленькая, типа стопочки маленькой, была вода, и она осталась вкусная. А Мгм. когда просто вода оставалась за неделю, она становилась душной такой, задохнувшейся. Мгм. Да. Ну, спасибо. Да, ну вот мы еще раз убедились, просто тебя спросили, Да, подтвердила. отлично. Руслан, а если вот связать там с третьим вопросом, ну, немножко, получается, что правильное питание, если человек питается правильно, да, это в какой-то степени даже может его личность изменить, да, характер человека может менять. Да, конечно. Характер – это не врожденное что-то, как цвет кожи или волос, да, Мгм. или глаз. Формируется, Тоже, да? он формируется, поэтому более пластичное устройство, чем тело физическое, буквально. Но тело-то Да. физическое можно сильно менять, если это не о генетике мы говорим, да, мы не можем изменить ДНК, а можем многое менять. Но правильное питание, ну вот хотя бы, я тогда приведу буквальный пример тоже, говорили мы об этом сегодня уже немножко. Скажем, если я съела что-то, в чем нуждается мой серотонин и мой допамин, и, может быть, мне было грустно перед этим, а я поела еду и подумала, ну вот я наелась, сытая, поэтому я всех люблю. Нет, просто в моей еде были те вещества, которые войдут в состав серотонина и допамина, и я вроде уже не злая. Или я наелась какой-то дряни, из-за которой хожу и кортизолю. И хожу, всем головы откусываю. И Только вот так, голову вопрос о вообще. настроении, да? Как Да. влияет? Поведение, поведение. Мгм. Естественно, это выбор поведения, да, но иногда очень трудно держать правильный выбор. Мгм. Тело противится, физическое тело. Да, мы, знаешь, вот мы, когда приехали сюда, здесь, в территорию Средней Азии, да, то мы вообще очень любим баранину. Вот очень любим баранину. И Ой, да, ты тоже в любом виде. Вот. И мы удивились, что здесь, хотя большинство мусульмане, азиаты, да, обычно любят баранину люди, которые вот в Азии живут, но здесь ее очень мало кушают, да, в основном говядина. И когда мы задались вопросом, почему, то практически у всех ответ был, что она поднимает давление. И для нас это так показалось странным, что люди перестали есть, ну, не едят баранину, потому что давление. Вот А э, едят говядину. говядину, да, миф, это замысел или случайность, да? Вот я, знаешь, к чему? Как думаешь, вот есть такие продукты, которые традиционно считаются вредными, да, но они на самом деле полезными? Вот с бараниной кажется так, да? Это миф, да, такой? их много, таких продуктов очень много и становится все больше. Но вот если конкретно о баранине, то, ну, если говорить и конкретно о давлении, так она же его понижает. Вот. В Баранина. лекции, Интересно, да? да, Вот, пожалуйста. вернее, я неверно сказала, она его нормализует. Гипотоникам повышать помогает, а гипертоникам понижать. Ну, собственно, что нам и требовалось. И в лекции о жирах у меня есть, ну, не про давление баранину, а доказательства этому утверждению. Мгм. А вот если говорить о том, что способствует повышению давления гипертоников и понижению гипотоников, то есть людей с низким давлением, если конкретно о мясе, так это свинина и это донная рыба. И разные такие продукты, которые, в принципе, многие любят. Креветки,
по сути, нечистое. То, что было в древности, нечистым признано. Мы, конечно, сейчас не будем следовать по книгам там, Второзакония или вид библейским, или кашрут, или халяль соблюдать, или даже метформин, да, высшая степень кошерности метформин. Но, ой, нет, представляете, забыла это слово. Неправильно, я сейчас сказала название лекарства. Я вспомню потом это слово. Оно очень похоже на название лекарства. Давно его не произносила. Бетхадрин. Бетхадрин. Все, вспомнила. Но если, например, мы даже этому не следуем, но просто наблюдаем и не хотим никому верить. Почему, собственно, мне надо верить? Да? Существует то, что можно проверить методом тыка, наблюдая за животными, птицами, растениями даже. И этот животный мир, он лишен такого интеллекта, которым обладает человек. То есть он даже не наделен, правильно сказать, таким интеллектом. Да? Он инстинктивно мудрый, этот животный мир, это население Земли, это часть населения Земли. Но как раз за ними-то и хорошо наблюдать. Они живут рефлексами, и они безошибочные. Ну, если их не сделать совсем больными, так, чтобы они тоже все перепутывали. Это получается, что если жиры растворяются жирами, а в свинине не столь жир, сколь слизь, там просто в монолитной структуре такой слизи жир, жирослизь, и, конечно, это не может строить мембраны клеток, в том числе и мембраны на выводимый из тела мусор. Ну, вот лекция о жирах это по деталькам все, но суть такова. Вот. И еще, помимо самого жира, который есть в том и в другом виде мяса, кстати, конина. Я недавно узнала, что та конина, которой нас, европейцев, угощают, она не та, которая на самом деле, что конина – это очень жирное мясо. Может, там по кашруту оно не годится, да? Не знаю, кстати, или не помню. Это ее, да. Но оно очень жирное. Понятно, что не надо есть там только, например, жир. Но интересно, почему мясо пресное, сухое, это невкусное? Не рефлекс ли? Подсказывает, что надо сначала подумать, а потом уже принимать на веру. Или проверить, да, подумать, проверить, а потом принимать на веру или не принимать. Выходит так, что еще, если о самом давлении говорить, в продуктах, например, та же свинина, очень много инфекций. И даже если мы не будем затрагивать тему жира, но часто при наличии инфекции давление не будет нормальным. Без инфекции легче держать нормальное давление. Вот иногда в этом-то и проблема, да, что человек элементарно, может, руки не моет, болеет гипертонией, и просто с простого нужно начать, чтобы быть здоровым, правда же? А еще метод обработки продукта. Конечно, можно из свинины кровь слить, а можно из баранины слить плохо, да? Но, как правило, в тех народах, где раньше было принято питаться, соблюдая вот эти требования, которые предъявлялись к древнему народу Бога, там все-таки принято и кровь сливать из животного, и правильно его резать, да? Так, чтобы не было много этих гормонов страха и ужаса. Но до сих пор это по инерции еще там соблюдается. Пусть не всегда, но по инерции хотя бы, даже если люди уже не задумываются. И таким образом тоже это лучше. Но в свинине при этом гормонов страха и ужаса больше, чем даже в человеке. А у барашка вообще нет такого синтеза. В лекции вегетарианства и веганства я это подробно говорю. То есть даже если, понятно, не за то, что убивать их по-любому нет, животных нельзя мучить никак, ни с какой целью. Но если барашка правильно зарезать, он даже не прекращает радоваться жизни, наслаждаться жизнью. Соответственно, вот эти гормоны в нем есть, в его мышцах на тот момент. И мы это получаем. Слушай, вот это на самом деле удивительно, когда барашка, да, вот он никак не реагирует. Вот его вол будет грызть, он просто бей и все.
А свинья, она как резаная, не зря говорят, как свинья резаная, да, вот, то есть там столько шума от нее. Они за несколько суток уже паникуют. Я Да, наблюдала. да. Здесь, в Европе, вот я видела их. Раньше в России нет, а вот здесь, да, и они очень точно знают свой конец. Это ужас. Мгм. К сожалению, иногда просто вот такое какое-то мнение формируется, да, общее, и люди вот полезный продукт изначально уже относят к какому-то вредному, да? Коллективное мышление. Но есть как обязательно глашатай, это выгодно. Там, где выгодно, найдется глашатай. Еще и каким-то людям значимым будут платить за то, чтобы они говорили, давали информацию, ту, которую им велят. Это сейчас так нормально. В Спасибо этой большое. Да. А вот интересно, встречались ли тебе какие-то научные исследования, которые перевернули твое представление о питании? Те исследования, которые я вот, например, скажем, прочитала бы и вот сейчас могу предъявить, теперь нет. Раньше, да, раньше они были. Но, может быть, я не назову это исследованиями, я назову это тем, что можно проверить. Такие исследования либо не выпускают, не открывают, либо если уже открыли, предпочитают закрывать. Ну, сейчас такой порядок. Ну вот, например, мы уже говорили о жирах. И хотя нигде не издано научного исследования каких-то разработок, хотя много есть трудов о жирах, ну, которые могут показать, или наши собственные наблюдения на нашей кухне, что жиры растворяются жирами именно, да, не растворяются водой, не растворяются спиртами, там распад идет, но это не растворение. Растворение подразумевает, что мы можем растворить с целью дальнейшего использования, а не разрушить с целью уничтожения. Или, например, исследования о фитинах. У меня об этом лекции о глютенах и о силах есть. О фитинах я там говорю. Но, например, о фитинах практически не говорят. В интернете можем посмотреть, что это такое. Это все исследовано, доказано. То есть это не закрытый факт, во всяком случае, пока он не закрытый. Но почему-то вот безглютеновые диеты очень популярная. И тогда у нас погибает постепенно на безглютеновых диетах та часть иммунитета из двух, которая является руководящей. Если делить на две части, не там специфичной, не специфичной, да, а делить на руководящий подчиненный, другие две составных иммунитета. Так вот, руководящий питается глютенами и больше ничем. Мгм. Там есть, конечно, из чего он состоит, кстати, из жиров. В основном из жиров и из воды, да. Ну и получается, что если я не знаю о фитинах, существование и цель которых доказаны, абсолютно прозрачны, но думаю только о глютенах, которые там всегда вместе, отказываюсь от глютенов и наедаюсь фитинами. Это рак. Вот. М. Или о лактозе миф тоже сейчас. Многое говорят о лактозе, но нет ни одного доказательства, основанного на фундаменте, тоже доказуемом, что это вредно. В то время, как известно, и это доказано в медицине, в науке медицинской, что лактозой питается та самая вторая часть иммунитета, подчиненная, которая основная по объему, которую делает аппендикс. И лактоза должна просто быть усвоенной. Ну, в лекции о лактозе я рассказываю, как она усваивается у кого, когда. Вот тоже мифы, которые легко развеять наукой. Да, спасибо большое. Бывает так, что люди хотят правильно питаться, и даже вот сама я хотела бы иногда найти на разных каналах YouTube, в YouTube или в интернете рецепты здорового питания, и когда я их находила, то видела, что там либо есть нерафинированные продукты, но добавлены сода и разрыхлитель, либо наоборот, без соды и разрыхлителя, но мука высшего сорта, рафинированный сахар. И вот
какие бывают главные ошибки люди совершают в питании, даже думая, что едят правильно, и находя ПП рецепт. Мы даже вот хотели, ну и мы сейчас начали вести YouTube-канал, где сами свои рецепты, которые иногда сами придумывали или на протяжении жизни своей готовили, и просто делимся с людьми этими рецептами, потому что мы не находили, хотя хотели найти. И вот, может быть, какие принципы можно было бы выделить в этом плане? Я, знаешь, дополню, Руслан, недавно, по-моему, ты говорила, может быть, выбираешь продукт там без ГМО, все такое, но мелкими-мелкими, да, вот нужно смотреть. Да, это вот на упаковке, да, когда выбираем. Да. Да, это не просто так убирают, чтобы было неброским. Или бывает даже никаких мелких подспудных страхостей нет, но меняется что-то в составе. Ты берешь продукт по привычке, да? Не смотришь на состав, а уже что-то поменялось. Но ошибки эти объяснимо их происхождение. Начинали сильно они развиваться тогда, когда были трудности. Например, Вторая мировая война, вот после нее радикально на всей земле стало меняться питание. Нужно было людей как минимум насытить. Тогда стали о калориях говорить, о важности калорий, а не о составе. Да? Тогда еще составы особо и не исследовали, опять же, некогда было, надо было восстанавливаться. Во всем мире были разного рода трудности. И еще там, после Первой мировой войны тоже началось это, а потом там уже как предпоследний гвоздь, да, был вбит. Но и люди просто для того, чтобы выживать, вынуждены были придумывать определенные рецептуры. Тоже можно понять, чтобы накормить там большую семью, почти не имея денег, да, или продуктов. Но э, очень простой принцип смотреть действительно не на блюдо, а на его составные, то есть на продукты. Есть ли такой продукт в таком состоянии в живой природе? Это очень просто, да? Очень Не просто. не какое-то химическое название, а просто продукт. Конечно, я могу взять зерно, которое есть в живой природе, его перемолоть, сделав из него муку. Да-да, это уже в живой природе не мука, естественно, это не значит, что я должна есть сырые зернышки целиком, понятно, не о крайностях. Но все-таки зерно же смололи мы для того, чтобы из него приготовить хлеб. Или зерно, которое мы не можем есть в целом, мы же варили. Опять же, фитины тогда погибают, да? А все остальное становится пригодным к усвоению. Само строение тела человека тоже во многом подсказывает, как делать свой выбор. Если и мы, люди, не можем есть сырое мясо, а приготовленное можем есть, ну, может быть, хорошо это проверить. Почему? Начинаем проверять, выясняется, у нас нет ферментов, которые усвоят сырое мясо, и разнообразие тех, которые усвоят по-разнообразному приготовленное разное мясо, и так о любом другом. Или, скажем, почему вот у яйца скорлупу не съесть? Вот, не надо БАДы покупать. Да, но дело в том, что это как есть камни, по сути. И естество скорлупы это подсказывает, чтобы она пришла в ту самую, или ее минералы пришли в те самые микроэлементы, превратились, то есть ионные формы, молекулы. Им же нужно пройти долгие месяцы, а порой годы обработки в почвах. И оттуда эти вещества, вырастает растение, да, корнями берет воду, землю, в себя получает те же микроэлементы, но уже растворенные до ионной формы, а мы это едим и усваиваем теперь. То есть Бог сначала все приготовил для нас, а потом нас поселил на землю. Поэтому я никогда не стала бы пытаться сомневаться в том, что он сделал все лучшим образом. Конечно, я уважаю любую точку зрения, я не буду принимать любую точку зрения, но я не буду спорить и с теми, кто с этим не согласен. Но можно проверять. Например, не согласны. Хорошо, пробуйте, наблюдайте. Просто бывает жалко, когда результаты таких опытов на себе приводят к болезням. Поэтому хорошо сначала не пробовать, а сначала все-таки думать. И если что-то покажется не в согласии с рекламой нужным, а по факту размышлений покажется нужным, тогда можно пробовать аккуратно.
Даже если из каждой розетки предлагают данную диету, да, лучше все-таки разобраться, есть ли так в живой природе или нет. Мгм. Руслана, спасибо большое. Спасибо. Ты знаешь, Отлично. сегодня интересно, я утром прогуливался, и сейчас очень популярный становится искусственный интеллект. Все уже, наверное, что-то из него берут. И ты знаешь, я ему вопрос задал. Что можешь рассказать мне про оливку? Вот почему-то меня двинуло. Ты знаешь, Так, что он сказал? Он интересно говорит. Вот именно оливка All сейчас набирает большие обороты. интересно, да? То есть я его спросил, а что ты лично думаешь? Он, знаешь, что ответил? Я не человек, у меня нет чувств, чтобы о нем что-то думать. Я так, Есть даже такое. я, говорит, машина, но что-то рассказать могу. Я так Молодец. смеялся. Ты правда, Но да, я к чему, да? Может, мы в среде общаемся. Вот действительно сейчас много говорят об оливке, да, как-то вот. Ну, потому что мы, честно говоря, мы разные. Мы и ArtLife, да, и что-то из Тиньши, ну, и тоже из твоих лекций, да, многое берем. Но когда о чем-то много говорят, сразу много вопросов возникает. А вдруг это какая-то маркетинговая уловка, да, это чистый бизнес или еще что-то. Но с одной стороны, в этом мире все продается, покупается, да, я вот говорю, только истина, да, не продается. Мы ее даром получили, даром даем, да. Конечно, за все мы платим деньги, но, может быть, вот даже в этом плане, да, вот твой взгляд на это, вот как отличить вот хороший продукт от маркетингового, да, каких-то уловок, вообще, вот экстракт оливки, он может сорбент заменить, как-то вот стать постоянным нутриентом в поддержании здоровья. нет, но есть пектин, набор пектина в большом количестве. То есть он может выступать в роли пектинового сорбента, в том числе. Мгм. Может, сначала все-таки про маркетинг. Да. Да, да, вот потому что это часто задающийся вопрос, вот, потому что, ну, в принципе, людей же понятно, да, доверяй, но проверяй. То есть сейчас столько всего предлагают, что вот, знаешь, лично я столкнулся с мнением, люди говорят, да это что-то вот опять очередное, я уже столько испробовал, столько дел, это, ну, понятно, когда человек не верит, то ему, наверное, ничего не поможет. С другой стороны, знаешь, вот я поделюсь, несколько прям людей, которые стали просто пробовать, они, знаешь, с чего начинают? Может быть, говорят, это совпадение, но так-то, Опять так-то. у меня Веры. стало причиной, Вот у меня стало это. говорят, И да? мне понравился один наш друг, очень хороший, он говорит, я скептик, но я себе поставил 25, написал целей, если мне в этом поможет, то, может, я начну верить в это. И он говорит, уже в трех случаях помогло, осталось, говорит, 22. Но у меня уже вера появилась. Ну так, посмеялись тоже. Ну вот про маркетинг, если тоже так. Ну, вот оливка – это вообще не вопрос веры, это продукт. Да? Сначала все же про сам маркетинг. Как бы я ни пыталась, хоть там перейду на натуробмен, это таки будет обмен. Потому что я сама одна не могу вырастить себе. Даже если бы у меня была семья, скажем, круче. Даже если бы у меня была большая семья, скажем, еще круче, и на мою большую семью был бы огромнейший кусок земли с разными или со всеми природными ресурсами, какие бывают, там источники вод и остальное, там, да, суша, предположим, то все-таки мы могли бы сделать не все. Например, даже при таком, скажем, мы себе делаем мясо, растения, там, да, и мы живем в таком климате, например, где многое растет, пусть не все, но для жизни хватит. Но мы научились делать кожи, шерсть, лен выращивать, там, хлопок. Лен и хлопок в одном регионе не растут. Ну хорошо, допустим. Вот уже нестыковка пошла, да? Хотя я сейчас искренне старалась. Допустим, но я сразу же ближе пройду к крайности. Значит ли это, что у меня никогда не будет какой-то болезни или травмы, при которой мне вот обязательно понадобится врачебная помощь? Нет, само по себе это еще не значит, потому что совершенной я не стала. А если мне понадобится помощь врачебная, значит, у меня в семье должны быть и специалисты, которые прямо здесь, на этом вот участке земли, на острове, окажут эту помощь. Хорошо, им тогда надо было образование получить. И опять мы в тупике.
Образование они брали где-то, за него мы чем-то платили, плюс временем. Итак, в этой системе маркетинг неизбежен. Более того, мы всегда в целой вечности будем выполнять какую-то работу, не каждый одновременно все виды возможных работ. Это естественно, и это хорошо. Также и растения не могут на осинке вырасти апельсинки, да, и одновременно еще бананчики и кусочки мяса. Всё, это не то, что надо обсуждать. Другое дело, что я чем буду заниматься? Если я хочу заниматься маркетингом, ну ладно, иди в бизнес, определяйся, какие цели, да. А если я вынуждена что-то покупать или то, что я использую, оно продается, это нормально? Просто честно надо платить налоги, кесарево кесарю и все. И выйти из этой системы, если кто-то сейчас попытается, я, конечно, ни в коем случае не буду возражать, Бог не возражает, да? Он предлагает свободу выбора, оставляет за нами. Но есть смысл сначала взвесить, подумать, да. И касательно, если оливки все-таки, то, что я сказала, что, ну, во-первых, оливка, она на земле есть. Более того, это одно из уникальнейших, что есть на земле, вот буквально в живой природе. Кстати, про оливку, а вы знаете, как оливковые маслины и оливки, ну, зелененькие маслины, черненькие оливки, как они обрабатываются на самом деле там, где растут, и как их едят, вот обработанными, в каком виде их едят, ест местное население. Как правило, не везде, но если там доступно море, где растут оливки, оливковые рощи, то хозяева, собирая свои плоды, вывозят их в море на лодочках, в специальных сетях металлических. Или даже это бывает иногда не металл, бывают какие-то капроновые гибкие. Ну, в общем, такие, которые быстро в воде не будут таять, разлагаться, разрушаться в морской воде. И они также не будут теряться. Но они такие горькие, что их, в общем-то, никто не ест. Я помню, когда в молодости впервые лизнула, в Крыму это было, в ботаническом саду, оливку. М. Рынку Хотелось на дереве попробовать, что же это такое, да, живое. я лизнула. Потом я подумала, что, наверное, мне только показалось, что это она. Скорее Горькое всего, что это такое. ядовитое. Я очень испугалась, насколько это было горько. Да-да, теперь-то я понимаю, что это действительно так. В этом-то и одна из ее прелестей, да, что она накапливает, какую прекрасную концентрацию. Так вот, они долго это держат в воде. Казалось бы, опять щелочь, там тоже есть, да, морская соль, это будь то океанская, но больше моря. И делается то, что делается. Потом это едят. Или буквально, или еще масло, ну, маслом залив, там, выдержав в масле, либо еще иногда со специями, может быть, даже дают пропитаться специями, там, вызреть. Но вот так готовятся они настоящие. Кстати, варенье из грецких орехов, как его варили, да, потом стали в извести выдерживать эти орехи. А раньше-то их вывозили в море. Но даже если у кого моря нет, ну, можно, в принципе, соль. Ну, только много ее надо будет, много потратиться на это дело. Вот как-то так. И М. вместо извести надо брать другую щелочь, которая безопасна. Вот она, так доступна, да? Наш прошлый вопрос, да? И Да. все-таки, если вернуться теперь уже к самой оливке, вот этот экстракт– это не плоды, это листья. И очень многие производители это делают. Нескольких производителей оливку я даже пробовала. Я сначала не могла понять, в чем же этот фокус-то, в чем секрет. Тогда я уже стала как нутрициолог разбираться по биохимии, что там. Оказалось, все слишком просто. Все БАДы, в том числе все, что готовили из оливки до сих пор мною найденное, берут вещество и из него что-нибудь добывают, в том числе с оливкой, с экстрактом листьев. Ну вот если сказать примитивно, можно из одного сырья, ну, давайте возьмем миндаль. Вот сейчас вот так вот просто спонтанно сказала миндаль. Что есть в орехе миндальном? Микроэлементы есть? Да, прорва. Значит, можно добыть комплекс микроэлементов. Но ведь там много жира. Можно комплекс жиров. Пусть это будет не без животных, да, там не широкого спектра, но такой комплекс жиров можно не только миндальное масло отжать, а можно прям разделить на спектр и его использовать в таком виде. Белок там есть? Безусловно. Там даже есть немного пектинов,
Ну и там аминокислоты, и дальше бывающие многое можно там найти. Это просто пример, высосанный из пальца. Так можно про любой продукт говорить, не про блюдо, да, именно продукт. Из продукта можно готовить блюда во множестве, а можно готовить такие вот концентрированные БАДы или витаминные комплексы в том числе. Получается, оливка, которую в All я нашла, да, ну, не я сама, конечно, мне подсказали, подруга мне подсказала о ней, да, я пробовала. Но когда я анализировала, для себя я ее нашла, когда открыла, что оказывается, это сок листьев оливы, из которого ничего не взяли и в который ничего не добавили, но влагу из него оттянули. Можно Мгм. сказать, вот, понятно, это не буквальная вода, и за счет этого концентрация разная. И хотя в Улайф есть еще и другие какие-то комплексы, но если говорить об основе или о самой оливке, о самом экстракте, просто вот так оно сделано, поэтому и работает как целостное, Мгм. структурное. Ему не нужны специальные ферменты какие-то, чтобы соединить опять эти частицы. Или, например, даже вернуться, если к нашему примеру, скажем, миндаль, из миндаля добытые микроэлементы, из миндаля добытые жиры. Но жиры, если как жиры берем БАДы, да, усваиваются, или, вернее, жиры берем как БАДы, усваиваются только вечером, только с едой. А микроэлементы, если берем вот как БАДы, усваиваются тоже только вечером, вроде нечто единое нашли, но так только ж без еды. М. Как быть? Если я принимаю микроэлементы с жирами одновременно, они омыляются, и у меня выпадают в осадок во мне, у меня камни, а я БАДы приняла хорошие, но вместе, в неправильное время. Мгм. Знаешь, Руслан, я вот тоже вот возвращаюсь к тому, что уже несколько мнений, и я, кстати, так вот сам, вот с того, что может быть это совпадение, но с того момента, когда начал пить оливку, да, ну, пробовать для себя тоже с осторожностью к каким-то вещам. Скептически тоже так Юля, да, помнит, я как-то так, ну, оливка, оливка. Но знаешь, Настоящий мужчина. да, когда начал принимать, я через 2 месяца похудел на 10 килограмм. Вот я весил 102 килограмма, стал 92. Ого. И да, и мне это хорошо. При моем росте 190, да, я себя отлично чувствую. У меня, ну, знаешь, бегаю, вот реально. легче намного. И у меня было такое, ну, наверное, это совпадение, да, но потом я пришел к выводу, что, знаешь, ошибка я заметил у многих, что они к оливке подходят, ну, вот начинающие, да, как какой-то панацеей. И вот я сейчас начну пить оливку, и я стану чуть ли не совершенно. И меня иногда спрашивают, слушай, ты как похудел? Ну, я говорю об оливке, но, как помнишь, это сказка «Суп из топора», да? Я говорю, слушай, ну, если ты будешь пить оливку, ты не похудеешь. Я при этом вечером просто кушать перестал, Ну, не ну хотелось да, просто. Когда меньше хотелось, кушал. ел, когда Пить нет. хочется, Я и там она воду стал больше пить, да. И я заметил, что у меня обмен веществ как-то налаживаться стал, что ли, в организме, да? Вот этот. сам, Вот. да. Я меньше даже желания, меньше стало кушать у меня почему-то. Я это все заметил. Потом, когда сопоставлял эти факты, как в наших рубриках «Случайность или замысел», но я пришел к выводу, что все-таки это замысел какой-то, это не случайности. Не может Да. быть много случайностей, поэтому, конечно, всегда уточняем, что людям, да, если ты хочешь пользу ощущать, надо много чего еще, конечно, делать, да. Это не панацея, это не волшебное средство, выбил и побежал, эликсир, да, какой-то молодости, но во Как многом она помогает. корабля. Нет, так не будет. Да, Но в ней же есть за счет того, что все вещества, то когда ты их стал усваивать, у тебя просто меньшая потребность в продуктах, в еде. Ну, то есть хватает. Мы почему есть хотим? Когда нам что-то нужно, и употребляя что-то необходимое, вернее, употребляя еду, получая это необходимое, мы часто получаем дополнения, которые сейчас не нужны. Из-за плохой экологии уже концентрация не всегда в еде хорошая. Плюс, да, когда мы годы, а чаще десятки лет жизни без воды, у нас же и микрофлора нарушена. То есть те, кто усваивает эту еду, те, кто мусор выносит, только в чистом теле хорошо усваивается, в грязном же нет. И ферменты нарушены, потому что, опять же, ну как они без воды, да, они на да, 96% да, из воды точно. состоят.
Вот, и получается, что воды хочется никакой магии, Да. никакой крабля. Просто потому что влагу-то из нее оттянули, она целостная, требует то, с помощью чего она будет работать в полную меру. И это Да. рефлексорно хочется нам, потому что слишком простой продукт. Это так же просто, как если я хочу есть, надо есть, а не спать. А если я хочу спать, надо спать, а не есть. Или если уж писать хочу, чё доброго, это не то же самое, что пить хочу. Пить, конечно, надо, но и в туалет сходить надлежит, когда мне мозг сказал, что слышь, вот там уже зовут, давай, дуй. Мгм. Нормально, это слишком просто. Но я вот, знаешь, я заметила тоже, Руслан, вот даже Юля говорит, ты меньше кушать стал. А я говорю, а я не хочу. Вот раньше я ел, меня остановить надо было. И вот я хочу, да, я чувствую, я наелся, но если будет еще плов, я его съем. Вот вчера мы зашли в Ошхану, да, в плов, я себе заказал полпорции, я наелся. Я говорю, слушай, я не Сам хочу. хочу. Мне удовольствие, я хочу, я Ой, кушаю. приезжай к нам. Мы тебя ждем на Плов плов. тут вообще отменный. Баранина, которую никто не ест. Правильно. Да, да. Руслана, скажи, пожалуйста, я думаю, это коротко. Вот тут спрашивают про хлор. Сколько нужно отстаивать, чтобы хлор улетучился? Вот. Смотри, сколько его добавили. Просто, чем меньше его было при обработке, чем быстрее улетит. Это же мы почувствуем. Тут не нужно время задавать. Я сталкивалась в одном регионе, где, в каких-то соединениях он в воде, так что он не уходит. Но там вода уже пропущена через определенные, э, сложные фильтры. Прям вот, на водоочистных. И она уже поступает такая, что сама по себе не питьевая, поэтому и хлор из нее не уходит. Там нарушена дипольная структура. Да чё добавишь, то там и есть. Вот поэтому и, кстати, патогены в ней гораздо лучше живут, наоборот. Ну, потому Мгм. что она сама не жизнеспособная, как бы не несущая жизнь. Мгм. Поэтому по ощущениям. А, наливаем во что-то, не закрываем герметично, да, кувшин, например, стоит кувшин там или, ну, банка трехлитровая. И вот пусть он улетает, мы почувствуем. М. Знаешь, Очень Руслан, мы на днях сняли ролик, хотим выложить в канале там на Ютубе. Я фильтр Гейзер модифицировал, то есть все изнутри убрали и туда все натуральное засунули. Мы уже третий год так пробуем. А потом подумали, у нас столько всегда спрашивают, как, и мы сняли. Думаем, ну выложим, пусть посмотрят. Мы надо тебе на тоже мой купим. Ты посмотри, интересно твое мнение узнать. Я хочу на речку поехать, набрать воды, попробовать. Потому что, знаешь, мы что-то недавно подумали, сейчас такие события в мире интересные происходят, да, и, ну, не говоря уже, что землетрясение, наводнение, мы подумали, что в тревожный чемоданчик очень важно сейчас положить еще вату, песок и уголь. Вот Мгм. на всякий случай, чтобы отфильтровать воду, если вдруг понадобится, даже, может, из болота. И вот, Да. и кажется, это актуально, да, тоже, вот, чтобы хотя бы первое время выжить вот на воде. Тут даже не первое время, тут даже будет все хорошо, потому что существует трековая мембрана, походный фильтр, делающий из воды дистиллят, да. Выжить Мгм. можно, но без зубов, больному там, ну, без волос, понятно, без ногтей, но живой, да, больной, но живой. Это как худший вариант, если совсем ничего другого. А вот то, что ты говоришь, да, просто если будешь, например, перемещаться куда-то, да, с этим чемоданчиком, и не на машине, а бегом, то, может быть, будет не все возможно унести, но тогда, может быть, песок где-то удастся найти речной. Мгм. Руслан, ну а вообще вот интерес, без воды человек в таких экстремальных условиях сколько прожить может вот, на будущее? Очень по-разному. Есть люди, Разно. которые более, выносливые, они подольше продержатся. А в целом, вот как официальная статистика приводится, так и есть. Вода, еда, воздух — это так и есть. А эти параметры, в принципе, не изменились. Просто разве что в целом люди слабее, может быть, теперь все меньше людей сможет максимум этого времени выдержать. Мгм. Слушай, а если еще, смотри, вот к тому вопросу еще вот дополняют, можно ли нейтрализовать хлор в воде быстрее с помощью добавления в него витамина С? Вот так вот. Нет, конечно, какая связь? Нет, Во-первых, да? это уже вода будет по составу. Потому что помимо того, что в воду положил Бог, ну вот это нам свойственно. Мы все хотим сделать лучше, чем Бог сделал. Да, да.
И это еще и не витамин С будет, потому что витамина С не остается при взаимодействии с кислородом. А поскольку в воде, кроме кислорода, водород еще есть, то есть структура жидкая, то мгновенное, молниеносно идет реагирование, а значит, с кислородом прореагировавший витамин С, молекула его, просто тут же улетает в атмосферу. М. Все. Витамина С нет, и больше не вода. Зачем? Это совершенно не связанные вещи. Слушай, это ты интересную мысль, Руслан, сказал, потому что главный-то вопрос был, станете как боги, да, вот поэтому мы хотим все что-то за Бога что-то решить, да, вот ум. Ну, нас так учили в школе, и вся эта система на то нацелена. Мы так мыслим нечаянно. Как вот чихнуть можно нечаянно, не с целью кого-то заразить или шумно, чтобы было, или мокро кому-то от того, что я чихаю, а потому что нечаянно мы думаем так, грех у нас. Мгм. Да, к сожалению, так, да. Я изучаю язык, один из самых сложных в мире, вот пример об этом. И есть такие случаи, когда и друзьями-то их хочется назвать, но встречаешься 2 раза в году. Один раз в году на великом празднике, и другой раз в году на ну, встрече вот тех, кто работает полный рабочий день, да, на полную ставку. Мгм. И раз в году собираемся всем районом, да. И вот Да, да. встретила Мгм. такую подружку, с которой вот щас вот увиделась, потом летом еще увижусь на великом празднике. Но и рассказываю ей: "Вот понимаешь, вот в этом языке ведь я ничего не помню никогда. Но есть одно странное исключение, непонятное для меня, когда какие-то страшилки, стишки, там дразнилки всякие разные, такие сомнительного содержания, особенно рифмующиеся. Почему-то, услышав один раз даже сложные, Запоминаю. четырехстрочие, там восьмистрочие, почему-то я запоминаю их с первого раза на совершенно незнакомом, на одном из самых сложных в мире языков. Да, Она да, говорит: "Это же не ты, это грех". Да, Не в бровь, а в глаз. Это не да. здорово. Еще один миф летает о сливочном масле и холестерине. Говорят, вот я не ем печенье на сливочном масле, у меня же холестерин. Если я его буду есть, у меня еще больше будет. Или баранину тоже. Ну да, ну, это к тому, что мы еще. говорили про Нашу, баранину, да. нашу любимую баранину. Это баранина хотя бы еще ладно, там просто жир, да, а вот по поводу, если даже печеньки или сливочное масло с чем-то другим рафинированным, будь то Вот. хорошее или там в куче с нерафинированным, или не рафини в куче с рафинированным, простите, оговорилась. И уж тем более, если это рафинированный сахар, рафинированная мука, рафинированные жиры. Что тогда? Вот тогда и образуется то, что принято называть холестерином. У меня вот в лекции о жирах очень подробно еще есть коротенький конспектик в PDF-формате, прям меньше, чем одна страница печатного текста. Он называется лецитин на канале. Ну и лекция о жирах, она большая. Еще есть маленькое видео о жирах, там я показываю на примере капсул. Ну, понятно, имею в виду не капсулы в БАДах, а имею в виду э, масло, то есть жидкое, да, которое вот жир, но жидкий, текучий. Там не жир, который твердый, жиры есть масляные, жиры есть жировые, там делят на жидкий, твердый. Но если даже без этой классификации, жиры все-таки растворяются жирами, а холестерин это вообще не жир. Это М. легенда, что холестерин это жир. Одна из легенд, что сливочное масло создает нам холестерин, а другая из легенд о том, что холестерин это жир. Холестерин, ну вот там лекция о жирах, я это говорю очень подробно, так называемый хороший холестерин. Это когда мне хватило жира на то, чтобы слизь из организма выводить. То есть на каждую микроскопическую слизюшку хватило мембраны, то есть оболочки. Без жира не бывает мембраны. У всех клеток всегда есть мембраны, в составе которых обязательно жиры. Проценты разные, смотря что за клетки, какого органа или там какой структуры. Но а если уже так называемый плохой холестерин, который обязательно быстро будет появляться после того, когда мы откажемся от жиров, настоящих в рационе, так это когда уже крупные конгломераты слипшихся кусков слизи, все-таки на них нашлось немножечко еще жирочка, чтобы их в мембрану запаковать. Это называют плохим холестерином, там просто монолиты этой слизи. Вот все. Жирами Да. это тоже растворяется. А когда статины, ну вот по моей предыдущей работе я знаю, что
по факту вскрытия на стеночках сосудов, к слизистым сосудов, в основном кровеносных, ну и смотря о каких сосудах будем говорить, порой тоже прилипают эти куски слизи, мембрану которых мы рвем статинами, ибо это кислоты, но агрессивные кислоты. И получается, если нам нужно избавиться от холестерина ради хорошей картины крови, да, конечно, кровь в венах будет тогда без холестерина, гроб окрашенный. А если говорить о состоянии здоровья, венозная кровь – это выделительная кровь, артериальная – подающая, я ее часто сравниваю с водопроводом, а венозная – выделяющая, я ее люблю сравнивать с канализацией. Но так дело в том, что выделяемое это должно выделяться, а не налипать на стенки, а то засор. А в живом теле, ой, как это опасно. Вот. Это и есть тот самый инсульт, инфаркт, разрыв и так далее. Мгм. Да, да, точно. Мы с этого, кстати, начинали. Ой, что-то не нравится, но надо засунуть обратно. Ой, какая некрасивая штука вышла. Давайте засунем ее обратно. Не обязательно буквально выделить и снова съесть, а сделать так, чтобы она не вышла. Но это сродни тому, что выделив съесть. Да, так, к сожалению, поставлена наука, медицина, чтобы ничего не было, были хорошие анализы и симптомы подавлять, не прислушиваться к нашему организму. Он хочет что-то изменить, улучшить, а мы это не хотим прислушиваться, да, к нему. У тебя есть какие-то такие интересные, может быть, лайфхаки, да, личные для поддержания здоровья? Может быть, поделишься? Вообще, да, ну много, поэтому и канал-то появился, да, сам. И лекции, даже лекции изначально появились еще до появления канала были. Потом мы их сделали уже более грамотными, удобными. Мгм. Ну да, в принципе, из всех лекций, даже и прослушав вот эти основные, уже очень многое понимаешь. Даже человек, не разбирающийся особо в этом, вот у тебя есть такой дар очень просто объяснить, что даже я понял, вот, Логично. не имея образования медицинского. Объясняешь. Ну это лайфхак, это пойти учиться туда, где я учусь, пока вот 30 с небольшим лет, да, но это там бесконечно можно учиться. Там такой учебник школы, хотя один сменяет другой, но вот эта школа, нигде не учат так говорить, понятно, как М. в школе, где я учусь все эти годы. А у тебя, Руслана, опыт патологоанатомии, да, правильно был, Ну, да? небольшой, потому что да. Про говорение, вот, где я говорить понятно учусь, это вот, ну, вы там же учитесь понятно говорить, и это правда лучшая во всей вселенной школа говорения. Но вот лайфхак, пойти туда учиться. Если еще какие хаки? Еду брать простую, у которой есть в живой природе. Также распознавать воду. И тоже разборчивым быть даже в общении. Мгм. И музыка, и люди. Это Потому очень что, да, есть и буквально, это вот в лекции «Звук, свет, запах», буквально можно отравляться, мы сегодня тоже говорили, да, гормоны же наши формируются, хотя в основном из еды, но на них есть и потом вот обратное, да, влияние все-таки из окружающей среды. И тоже тогда идет новый синтез. Но еще, пожалуй, факт такой, размышлять сначала. Лучше не жалеть времени на размышления, потом только сделать. Вот хорошая старая поговорка на русском языке, я не знаю, есть ли в других языках подобное, наверняка. Лучше 7 раз отмерить, а потом 1 раз резать, чем точно. наоборот. Вот это к вопросу о размышлении, наверное, подойдет, да, такая поговорка. Если я Мгм. прежде чем что-то делать, буду сначала думать, не спрашивать других, как мне сделать, а может быть, и получая советы, но размышлять, пока не станет однозначно понятно, как надо поступить. Мгм. Лучший лайфхак – пользоваться головой, мыслительными способностями. Может быть, вот, к сожалению, да, Руслан, в этом-то и вся проблема, это вот я на себе тоже ощутил, что пока не клюнет петух, да, вот, пока что-то не случится, ты вроде бы живешь, думаешь, всю вечность будешь жить, но С тобой это никогда не случится, все-таки думаешь. организм такая штука, что он благодарный, да, если за ним не следить, рано или поздно аукнется, да, вот, ну, к сожалению, если раньше, если ты еще
ну, как ты говоришь, если еще и гнить. Да. И вот, к сожалению, вот я вот говорю, была бы такая возможность, да, у человека посмотреть два пути. Это вот как есть узкий путь, да, тернистый, а есть широкий, по которому все идут. И посмотреть бы вот через сколько-то лет, да, идя по этому пути, что со мной будет, или по этому, что со мной будет. Это даже не в духовном смысле, а пропитание, да. То, Мгм. наверное, человек проницательный и разумный все-таки увидел бы, да, последствия и задумался бы сейчас, да, потому что я вот по себе знаю, кто начинает здоровый образ жизни, ему очень сложно почему-то вот начинать, потому что очень много искушений разных, да. Поэтому, наверное, вот это и есть твои советы, вот просто, ну, даже вот эти лекции прослушать Да, поначалу, потом все просто. все это применить, попробовать. Дима, я бы даже еще одну мысль сюда, если позволишь. Много искушений, да, но есть то, что гораздо мощнее действует, чем эти искушения. Когда мы пытаемся здоровым образом питаться, тогда нам мешает то, что мы слышим. А Мгм. мы же слышим чуть ли не из каждой розетки. Много-много разных ересей. И это получается большинство. Вы знаете же, да, про эти опыты, эксперименты на добровольцах, когда человек следовал за большинством не потому, Мгм. что это лучшее мнение, а потому что мы так созданы. Мгм. Мы созданы быть вместе, люди. Понятно, нам нужно бывать в одиночестве, у некоторых эта потребность выше, у некоторых ниже, но мы в целом не должны жить совсем вот только один человек и все, и вот больше никого. Если даже кто-то хочет так пожить от усталости, да, ну вот это нормально, но в целом ненормально, чтобы по планете на человека. Как и животные, птицы, рыбы, они держатся друг друга, только они рефлексорно, да, мудры, а мы из-за того, что несовершенны сейчас, как временное явление, у нас это тоже перепутано. И мы просто слышим что-то такое, что громче всего, а не то, что самое здравое. То есть шумовой эффект, Мгм. засор не дают слышать. Мгм. Да, да, к сожалению, так. Тем более очень много, да, в этом мире искушений таких сейчас. Работает хорошо тоже реклама, да, в этом мире. Ну, пока так и должно быть, иначе было бы странно чуть вот так. Вот у нас солнышко, весна, как Да, всегда, неожиданно пришла. да. Так красиво оно озаряет лицо твое. Чудесно. Хорошо выглядим, да? Когда солнце, сразу все хорошо выглядим. Все по-другому, да. Руслана, тут еще несколько вопросов в Да, чате. давай. Например, э, м, вот, если возможно, скажите, пожалуйста, при борьбе с бородавками поможет ли Холикон Art Life? Не думаю, что вот просто холигон и прям именно арт-лайф, и раз и бородавки убрал. Возможно, мне не хватает знаний, но я могу сказать, что такое бородавки, и тогда будет понятен мой ответ. Однозначного ответа нет. Вообще бородавки – это не то, что пришло снаружи, к телу нет. Это то, что вышло из тела изнутри, но вышло, как правило, тогда, когда было какое-нибудь маленькое повреждение, через которое можно было просочиться грязи изнутри. Вообще кожа тоже имеет отверстия, множество отверстий, выходящих изнутри наружу. Это поры и железы, но через них мы не должны выделять содержимое кишечника, это должен анус выделять, и не должны выделять содержимое мочевого, это мочевой должен выделять, да, то есть отработку. У нас есть органы выделения, специально предназначенные для выделения. Но если иммунитет работает хотя бы неплохо, а то порой и хорошо, то другие органы, у которых есть отверстия, на помощь могут прийти кишечнику и мочевому. Это лучше, чем вообще не выделить. Это какие органы, у которых есть отверстия? Это половые органы, рот, нос, глаза, уши и кожа. Но как вот, например, нос не для того, чтобы сморкаться, а для того, чтобы вдыхать и выдыхать, и запахи чувствовать, да, но все-таки, если из него сопли высморкались, это лучше, чем если они остались внутри и в легких. Это понятно.
так и все остальное. Если кожа пыталась что-то выделять, и повреждения, там, порез или царапинка помогли так, что потом это вылилось и сцепилось снаружи так, что это бородавка, ну, конечно, можно ее убрать хирургическим путем. Всегда у нее есть корень. Не потому, что она растет снаружи, внутрь. Нет, это не морковка, посаженная в землю, нет. Это потому, что вылезаемое изнутри, конечно, оно там уже сгруппировалось тоже под кожей. Да, почему не вырезать? Но если сильно мешают жить, может быть, травмируют, да. А в целом не в холигоне вовсе дело. Если тело делать чистым внутри, не важно, что мы при этом применяем. Вернее, важно, чтобы это было грамотно подобранное что-то, желательно индивидуальное, но и без, без смешения с неорганикой, да, что-то естественное, органическое, то просто, может быть, ускорит выход. Хорошо направлять выход всех отходов в их естественное место, кишечник и мочевой. Спасибо большое. Тоже пишут, какой же замечательный здоровый эфир. Спасибо, роднульки, вам. Спасибо Спасибо. большое. Да. Еще вопрос. Сейчас это про хлор уже ответили. Руслан, Да. пока Юля ищет, а были такие случаи, когда буквально кому-то жизнь спасло? Вот то, что ты вот, ну, Много, много, много. да? Вот? Просто Мгм. нескромно это говорить, да, поэтому мне часто говорят: а почему ты не собираешь эту информацию? Может быть, там защититься где-то от кого-то. А на самом деле это все-таки я буду хвастаться. Эти сами люди говорят. У меня интересно, на днях была пациентка, причем туда, куда я ездила, вовсе не работает, но пришлось. Она приехала из другой страны, я приехала в другую страну в гости к друзьям, и туда приехала пациентка из третьей страны, просто потому что ей ее близкая сказала, что она по моим лекциям ушла от 4 степени рака. Просто по лекциям. А потом брала уже мою консультацию просто лишь для того, чтобы спасибо сказать. Но не раньше не было возможности, когда она была тяжело больна, да, там, я так понимаю. А потом Мгм. вот появилась возможность, и она уже пришла. Но и она вот приехала за программой. Там не 4 стадия, там вообще как бы самые первые звоночки, но сам факт. Это было очень приятно, что вот такое вот, да. По поводу спасти жизнь, да. И, ну, вот тут бегают 2 парня, пацана, по-русски не знают, не, одно слово знают. Имя кота я тут соседскому коту имя дала по-русски, у него 2 имени, местное и русское. Русское он любит больше. Эти пацаны выучили это слово тоже. Ну, вот все, что они по-русски знают. Но сколько им, 11 лет, у одной мамы родились, у них папа, один мальчик похож на папу, один на маму, ну, как это, близняшки или двойняшки, короче, вместе Мгм. родились, один, Мгм. там, Интересно. разница сколько, час-два, вот, но когда мама ими забеременела, животик болел, ей сказали аборт. Вот жизнь, 2 жизни спасены. А потом маме Спасибо. сказали: "Ну ладно, не аборт, раздвойня, давай желчную удалим". Мама опять ко мне расстроилась, но мы там поменяли рацион, воду стали пить, желчный на месте, и дети большие, дети прекрасные, здоровые. Больше Отлично. 200 деток у меня родилось, я вообще счет потеряла. У меня Мгм. был случай, когда люди никак не могли родить. М, Но про один случай, ну, вот как мои пациенты, я узнала спустя несколько лет, что ребенок, который, как мне говорят, ну, так она не может родить, что ты никакой специалист, всё у тебя плохо. Ребенок уже пешком с лестницы сам ходит с 5 этажа вниз и поднимается тоже сам, м, без сопровождения за ручку. А я все думаю, что она никак Понятно. забеременеть не может. Просто она, ну, не стала мне говорить. Может быть, Мгм. мне уже было. В принципе, цель достигнута, это ж не обязательно теперь говорить. Конечно. И второй случай, ну, это мужчина. Ну, понятно, мужчина не может, забеременеть, это логично. Но его жена родила, он был бесплодным, но жена была здоровая, ну все, ребенок уже школьник, все хорошо, Мгм. здоровый. Правда, был такой случай тяжелый тоже, когда пришли ко мне э, женщины, живущие совместно вместо мужчины и женщины, и сказали, что они хотят ребенка. Я сказала: ну вам придется обеим выйти замуж. Или если вам достаточно одного, ну, то есть та, которая хочет ребенка, та должна выйти замуж и жить с своим мужем, своим ребенком. Но они ушли от меня, они больше не мои пациентки, ну просто вот они чего-то другого хотели. Не может женщина родить от женщины ребенка. Это вот к вопросу о спасенных жизнях. Там Конечно. жизни я не дала, но там, наверное, не надо Мгм. мышления. Не мне решать.
Руслана, ну, спасибо. Знаешь, ну, на самом деле, конечно, среди людей разные, есть и недоброжелатели, ну, мы на них внимание научились не обращать уже, да. Но в целом, знаешь, на самом деле спасибо тебе большое, потому что даже то, что твои лекции в свободном доступе, да, потому что вот мы сталкиваемся с разным сейчас, разное обучение по нутрициологии, да, пробуем. Но это все, во-первых, так дорого, и во-вторых, именно суть, вот очень много воды, да, вот мы слушаем, если процентов 10 есть, ну это ворует просто время. Поэтому вот то, что у тебя вот ты это все даешь, так, да, говорит о твоих качествах, ну ты щедрый. Спасибо. В этом мире это не так часто бывает. Но спасибо. И я уверен, многие, кто даже на тебя подписан, присоединятся, потому что, ну, это огромное дело. Вот. Так что, если даже есть кто-то, ну, желающий не очень много добра, да, есть намного больше тех, кто ценит тебя и вот искренне благодарны, потому что честно говоря, вот даже я, да, вот лично, я не знаю, что бы со мной было, если бы я продолжал жить по тому же образу жизни, каким жил. Даже в истине, да, не знаю, что бы со мной сейчас было, да, потому что, к сожалению, все, говорят как, да, все гениальное просто, да. Ну, пей просто воду, ну, пей побольше. Но так это людям трудно делать порой бывает. И приходится людям доказывать и вот просто убеждать, что это не трудно. Мгм. Мне, знаешь, понравилась твоя мысль недавно в одной из лекций, ты вот с ребятами говорила, что, к сожалению, то, что люди бесплатно получают, они это не ценят. Я вот по себе, знаешь, я кому-то что-то делаю просто так, люди потребительски начинают относиться, и они не ценят уже. Но если я говорю какую-то цену, и чем больше, меня начинают ценить за это. Да, И да. я еще раз убеждаюсь в том, да, что в этом мире даром получили, даром отдайте, это только истина. Потому что вот это то, что нам Бог подарил, и мы получаем радость, когда дарим. Все остальное, вот даже твой опыт, это и время, и деньги, да, ну, но ты даже что-то многое просто так даешь. Так что тебе спасибо. Поэтому, если вот кто-то, вот вопросы тут опять же про ферменты, про бородавки, если консультации личные И будут подробные, лекции. да, это все доступно, да, можно записаться и получить именно индивидуальную Консультация. программу, которая бы работала, потому что вот сейчас в двух-трех словах это же невозможно, да, определить все. Ну вот смотри, Руслан, тут Алина вот говорит, на днях закончила пить курс ферментов по рекомендации твоей на личной консультации. Могу ли я начать пить оливку сейчас? Ранее Конечно. никогда не пила. Надо ли сперва сделать перерыв? Ведь оливка тоже содержит ферменты. Вот Нет, если нет, так. нет. Во-первых, оливка это ну еда. Просто вот как мы говорили про сгущенку, да, смотря что мы сгущаем. То, что ну, вообще в априори не надо есть человеку, да, может быть, ну, взрослому в частности в таком виде. Или вот то, что очень важные продукты, которые явно будет вечно. Это же понятно. Но не нужен перерыв. Просто если в целом с водой уже порядок, то и с оливкой будет все комфортно с самого начала, с первой ложки. Ну а если воды не хватает, то, может быть, все-таки надо наладить воду. Я смеюсь, Юле, говорю, это вообще, я раньше без сгущенки жить не мог. Банку две мог за. Я Я, тоже ты банку тоже, могу. и у нас сейчас в тревожном чемоданчике лежит сгущенка. Я всегда смотрю, думаю, когда же великое бедствие начнется? А я Вот. вот не хочу. Я её давно не хочу, мне неприятно. Я потом даже помню, пробовала даже вот эту хорошую, редкую, там, белорусская. Рвотный рефлекс. Я вот Вот Да? я знаю. тоже не хочу, правда, вот если А, что-то потому что там Это же на- уже концентрат мочекислой соли получается мой будущий. Уже а сразу, мне, как соп а мне- есть. а мне надо протестировать, баночку съесть. просто, да. Сравнить, проверить. Да. Еще один вопрос тут. Я и так худая, как скелет. Как же оливу пить? Если оливу буду больше пить, еще больше похудею. Вот Мне беда, кажется, мышцы. Худая это почему? Мочекислой солью мышцы сожжены. А оливка же это не похудин.
Не для похудения. Это же не то, что продукт для похудения. Да? Естественно, Это да. же Кто-то смог кислоту с ее помощью из тела вывести. Кто-то смог кислоту вывести так, что мышцы начали опять расти, которые кислотой сожжены были. Смысл-то не в похудении или пополнении, смысл в восстановлении здоровья. А здоровье – это не худоба и не полнота. Здоровье – это упругость и сила. М. Руслана, а вот поправь меня, может, я не так чуть-чуть понимаю, вот в плане похудения, поправиться, что, может быть, оливка, из-за нее не худеешь и не поправляешься, она налаживает внутренний организм, работу органов, мне кажется, да? Определенные То есть, процессы. Мгм. а когда организм работает правильно, тогда, если я толстый, я начну худеть, если я худой, я начну поправляться. Ну, как и с давлением. Если оно высокое, там говорит: ой, давление понижается, как быть, у меня низкое? Ну, войдет в норму. Давление не понижается и не повышается от хорошей еды, от воды, оно становится нормальным. Так же и тело, да. Просто люди часто смотрят на тело с точки зрения медицины, но это тот случай, когда первично не медицина, а первичная анатомия, потому что медицина это наука о снятии симптомов, направленная на снятие симптомов заболеваний, порой на спасение жизни, да. А анатомия – это наука о том, как мы устроены. Поэтому если все-таки даже очень хочется смотреть с точки зрения медицины, то, конечно, пожалуйста, но хорошо бы анатомию все-таки учитывать, потому что логика как раз там. Логика не в том, какие болезни бывают у тела, а логика в том, как тело создано. Ну, то есть, если говорить о начале, а не о том, что может случиться. И чтобы тело было нормальным с точки зрения роста, веса, там, может быть, составных внутренних наших, то есть обменных процессов, если сказать в целом, в общем, то нужно, чтобы тело получало то, из чего оно состоит, и не получало то, из чего оно не состоит. Мгм. все доступно. Мгм. Наши слушатели благодарят здесь я полностью согласна с этими словами благодарности. Благодаря этим лекциям смогла в корне улучшить здоровье свое и своей семьи. Огромная благодарность Руслане Владимировне. Спасибо Спасибо. большое за работу и щедрость и доброту. Тут хотят переслушать тоже вот то, что ты, Эфир. Руслан, говорила. Мы запись выложим, да, чтобы Конечно. послушать, кому интересно будет еще раз. Да, Мы если вы знаем, позволите, я выложу себя тоже для конечно, тех. конечно, да. И мы знаем, у тебя тоже сейчас очень график такой, и как ты все успеваешь, и еще у тебя поездка такая, да, непростая Да, намечается. это постоянные поездки, постоянные встречи, да. Но мы, кто знает, мы будем просить, чтобы все хорошо получилось, так что мы рады. Да, мне всего нужна такая помощь, чтобы за меня молились. Да, и, Руслана, уже время, наверное, да, у тебя, ты там планы, не хотим тебя задерживать, да, если ты скажи. Да, мне нужно будет пойти к 6 Мгм. часам. 6 часам, да? То Ну, есть, мгм. да. То есть мы можем уже потихоньку заканчивать, да? Потому что Если важных каких-то не осталось таких вопросов, что вот вопрос еще про посмотрим. мигрень, как приступ мигрени можно облегчить. Вопросов, знаешь, много, Да. Руслан. С тобой можно вот до утра, наверное, говорить. Здесь вопрос. Это причины можно искать мигрени, но хотя бы суть причины – это когда в мозг стремится что-то, что должно было выйти. То есть, плавая по телу в целом, попадает в один орган – такой-то диагноз, в другой орган – секой-то диагноз и так далее. Да, когда по артериальным сосудам стремится в мозг что-то нехорошее, что мы не выделили через кишечник и мочевой, то там больно, потому что, во-первых, что-то нехорошее попало, делает больно. Даже, может быть, это во-вторых, а все-таки, во-первых, этого больше. Сосуд спазмируется, когда по нему что-то идет плохое в орган. Он хочет преградить возможность этому плохому войти, но если из обычного тонуса в одном месте сосуд спазмировался, то в другом месте, перед местом спазма, кровь, которая должна была идти своим чередом, она скапливается как бы в очередь, она не успевает проходить. И из-за этого больно, раздувает.
Мгм. Таблетка от головной боли, она, конечно, даст пинка, и сосуд вместе спазма расширится, и вся грязь пройдет. Со временем можно себе какую-то там аденому гипофиза сделать или опухоль еще какого-то головного мозга. Есть смысл причину убирать, то есть чисто делать в теле. И вот, ну, это Мгм. суть короткая. Опять все Понятно, просто, что все без просто. воды никак не помыться, но вот без обыкновенной. Одно из самых важных. Мгм. Руслан, а про витамин D у тебя есть, по-моему, лекция, да, целая? Да, даже Вот, сейчас у меня там на канале выложили девчонки мои, что все уже включили бесплатный витамин D. Да, Солнце отличная. потянуло. Бесплатный Там витамин D светит на лицо. Есть, она называется витамин D. Это гормон, сразу вкратце, если кто-то думает, что все знает про витамин С. Если вы, ой, простите, я говорила про витамин D. Если вы уже знаете, что витамин D это гормон, возможно, вы уже все знаете про витамин D. Я не мгм. все знаю про витамин D, но то, что знаю, я там рассказала в лекции. Все Просто знать сейчас, невозможно. да, его повсеместно предлагают, вот прям Вот сейчас в везде. тренде витамин D, витамин К набирает сильно моду. Но витамин К очень нужен гемофиликам. Гемофилики это единицы, 0,0 Мгм. какая-то процента, да? Ну вот он в тренде. То есть не только диеты, некоторые витамины тоже. Руслана, спасибо тебе огромное, так приятно с тобой отдыхаешь. И я думаю, Спасибо. все, кто были, отдыхали, поэтому всем тоже спасибо, что с нами были. Мы сразу не сказали, что можно вопросы задавать, думали, не хватит времени, но да, все-таки задают, поэтому может когда-нибудь еще получится у нас с тобой встретиться, пообщаемся. Но Также в хорошо. эфире. Если кто-то хочет, подписывайтесь вот на Руслану, на ее канал, на наш канал, да, мы тоже, вам не трудно, нам приятно всем будет, поэтому вот. Слушай, Руслан, ну, если еще ты уже прям как уходить скажи, потому что вот вопрос, а оливку можно пить одновременно с пробиотиками утром? Вот как? А смысла нет. Конечно, можно, но смысла, ну как, во-первых, можно, но это прозвучит ответ как сарказм, они все-таки антагонисты в некоторой мере. Надо хотя бы там интервал сделать, ну, минимум 10 минут, а лучше полчаса, а еще лучше час, да, ну, как вариант. Но, а еще нет смысла, тут уже без всякого сарказма, оливка содержит пробиотики. Просто не широкого спектра не все, но тоже содержат растительные. Потому что когда эти листья обрабатывают, их не моют так, чтобы с них смыть вот эту их дымку. У растений микрофлора живет снаружи, а у нас внутри. И поэтому они там есть. Откуда ферменты там есть? Никто туда не добавлял пробиотики, никто туда не добавлял никаких ферментов, никаких сорбентов. Просто откуда ферменты? Так в процессе приготовления же ферментация это идет, это неизбежно. Опять же, М. они не широкого спектра, но растительные хотя бы, почему нет? Откуда там пектины есть? Ну, так они просто изначально есть в составе. Руслана, а вот знаешь, один такой, кажется, важный вопрос вот для людей, которые любят все проверять, да, тщательно, и это хорошо. это, да. Знаешь, вот я тоже встречаю такое мнение, вот раньше я как-то с Гербалайфом, я не пробовал, но видел результаты, что люди добивались результатов, но как только бросали пить, все возвращалось. Вот и сейчас бытует такое мнение, что оливка это на всю жизнь тогда. То есть, если у меня не будет возможности ее пить, я, ну, Что то есть будет? какое-то привыкание к ней, зависимость от нее, в общем. М. Вот что таким людям вообще в какой-то степени это правда, да, или как вот тут? Если все стороны затронуть, у нас есть зависимость от воздуха, ну, мы умрем без кислорода воздуха. Естественно. Есть зависимость от воды. И даже люди, которые воду не пьют, они хотя бы из своей мочи ее добывают. Ну, это структурная работа, да, в теле. Потому что иначе, ну, просто физически мы не выживаем. А моча из напитков, из жидких продуктов питания, да. Понятно, что мы зависим, имея физическое тело, мы имеем много зависимостей физиологических. Значит, просто тела не будет. Да? От тепла зависим в холодный день, от источника прохлады в жаркий день, чтобы не свернулась кровь, да, от жары. Это понятно. От еды зависим, мы не синтезируем в себе сами ни воздух, ни воду, ни еду. Но оливка, конечно, это не воздух, и это не вода, и это не еда. Просто в нее не добавлено ни органики. А вот Гербалайф как раз наоборот
большого количества, больших концентрациях неорганических витаминов и некоторых наркотиков. В частности, 2 точно, я помню там, которые содержались. Я сама не пробовала, но составы там люди часто дают посмотреть. Гуарана и кока. Конечно, на наркотиках очень быстро происходят в организме разные вещи, потому что это такой стимулятор всегда. И кому нужен быстрый результат, это правда круто работает. Но действительно, наркотики вызывают зависимость. Это, Мгм. это факт. Мы знаем, вот так все просто. М. Мне дали часто сейчас еще есть одна фирма, в которой есть гуарана и некоторые другие вещества, они хорошие, тяжелые, очень много синтетических веществ. И часто меня ругают продавцы, распространители этого. И это понятно, но потому что это бизнес. Но вот это и есть та сторона, да. То есть кто-то, обжегшись на молоке, дует на воду и, попробовав Гербалайф, боится потом просто воду пить, витамин С принимать, оливку брать. Но Мгм. таких людей можно понять, потому что они пережили уже ужасное, страшное. Они уже испытали это, да, уже Да-да. будучи им нужно все проверять. Но опять же, как я уже сегодня говорила, хорошо бы еще и размышлять. Получив информацию, размышлять о ней, проверять ее, смотреть Да. на состав. И даже Ну, если состав непонятен, и нет нутрициолога, который будет объяснять составы. Есть нутрициолог от фирмы ArtLife, продающий ArtLife, от фирмы Сентевиль, продающий Сентевиль, от фирмы там Гербалайф, продающий Гербалайф и так далее. Да? То есть, как правило, нутрициология, курсы проходят на базе каких-то фирм, и это логично. Ну, кто-то организовал же эти курсы, естественно. Но как можно проверять? Да тот самый великий искусственный интеллект нам поможет. Или, как часто говорят, просто Google. Можно Том, просто посмотреть, а что такое ХЕК 293? Почему так вот от него прям вах и улетел? Да? Ну, посмотрите, почему. слушай, ну А что да. такое Мгм. шеллак Е904, да, мука из насекомых, один из видов? А что такое карминовая мука, Е, по-моему, 230? Да посмотреть можно. Это есть. Во всяком случае, многое закрывают, но все закрыть невозможно. И тогда уже можно решать для себя, нужно мне это или не обязательно, или я буду строго от этого воздерживаться. Вот так можно определять. Или если даже мне нужны какие-то синтетического происхождения витамины, допинги. Например, куплю я себе гуараны порошок. Скажем, в некоторых странах она разрешена. И будет у меня он лежать в бедственном чемоданчике. Если мне придется бежать 20 километров, я столько даже пройти, наверное, не смогу за один раз. Мне понадобится отдых. А может, придется бежать, так я и добегу. Чего Да. нет-то? Только я не буду это вот в обычной жизни принимать, Мгм. чтобы поправиться или похудеть, или там лучше выглядеть. Мгм. Как-то так. Вот на самом деле, да, иногда может, знаешь, Руслан, такое мнение, у меня было так, что мне казалось, что цена завышена немножко, да, ну что тут такого, но когда на самом деле, ну действительно, зависит от достатка, люди разные, да, достаток разный, для кого-то дорого, для кого-то не очень. Например, я другу в Америку позвонил, я говорю, слушай, наверное, дороговато для тебя. Он говорит, слушай, я в месяц на $600 беру только БАДы, открываю свой шкафчик, посмотри, я как посмотрел, сколько там всего, я понял, он Вообще говорит, сложно. Да, да, Виктор, он говорит, для это меня это беда. копейки, Вот, но есть регионы, где действительно очень трудно, да, да. маленькая зарплата и все, но тем не менее, знаешь, я когда вот тоже смотрю, ну, иногда не пойму, да, людей, вот они говорят, как дорого, да, но при этом он может купить в кредит сотовый телефон iPhone за $1500, и я думаю, слушай, ну, если ты возьмешь там 18 штук, тебе на сколько на год хватит, даже какой там больше, да, в ну, принципе. смотря как пить. Я Да. быстрее выпью, а кто-то больше, чем кто-то 1,5 года будет это пить. Ценности. Там сотовый телефон, значит, просто большие ценности. Это надо Вот, уважать. да. И опять это, наверное, отсюда идет, да, вот что человек ценит, то и Это будет. отсюда. Да, Да. отсюда, точно, глубже уходит. Так что, Руслан, ну спасибо, наверное, уже все, мы тебя это... Я очень рада была вас видеть и Да, слышать. Ой, мы как очень. рады, давай к нам на ложь, ладно, на плов, Да. мы... Здесь вот пишут, встречи с Русланой– это всегда праздник. Учиться у Ой, тебя спасибо. приятно, интересно иметь результат. Спасибо большое.
Спасибо. Конечно, еще есть вопросы, но Я тогда тот эфир завершу, чтобы уже мы его выложим. да. М? Всё, завершить. Да. Руслан,